Дорогие зрители канала «Русская икона», показывает Андрей Болдырев. Мы сейчас находимся с вами в музее русской иконы Абрамова. Мы уже многократно из этого места делали наши передачи. Наша сегодняшняя передача посвящена событию, которое происходило вот сегодня, в апреле 2023 года, в помещении этого музея. Здесь была презентация вот этого каталога русской иконы середины 17-го, начала 20 века. Это собрание Олега Кушнирского. И здесь вместе со мной присутствует Олег Кушнирский и его сын Илья. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне хотелось бы поговорить с вами о вашей коллекции. Я хочу сразу сказать нашим зрителям, что наши сегодняшние хозяева-гости – это люди, которые прилетели к нам из Америки и собрали свою коллекцию в Америке. Это для меня достаточно интересно для самого. Почему? Потому что для меня всегда было интересно, какое место русская икона занимает на Западе. И у кого спрашивать, кроме как тех людей, которые непосредственно на Западе живут. И поэтому вот к этому вопросу перейдем. Но сначала бы я хотел просто, чтобы вы сказали, как вы себя ощущаете, кто вы, вот живя в США, да. Я бы про себя вот мог сказать, что вот я коллекционер русского мундира и там русской иконы, живущий в Самаре. Вот, как-то вот я так скажу, да. Я мог бы сказать, как я... Я бы сказал, что я коллекционер русской иконы, живущий в Америке. Хорошо. А вот вы американец, или вы русский, или вы... Вы знаете, мы живем в Нью-Йорке, очень мультикультурный город, проживает, в принципе, все национальности мира. И как-то так сложилось, это я могу ответить за многих иммигрантов, что когда спрашивают «Are you Russian?», то говорят «Да, я типа русский». Это как бы все, кто говорит на русском языке. То есть если в деталях там спросят «What is your religion?», ты можешь говорить, что ты еврей или католик, или кто-либо там христианин. Но так мы как бы ощущаем себя русскими за счет менталитета. То есть вы в американское общество включены, вы считаете? Вы американец все-таки или вы остаетесь русским? Я включен в американское общество, потому что меня очень интересует эта страна. И я ее люблю. Мы там как бы состоялись, моя семья, мой сын. И при этом я считаю себя русским. Как американец я участвую в выборах, я голосую за американского президента. Я переживаю, когда мой кандидат к выборам не пришел. Это, потому что я в этой стране живу, это влияет. Но дома большая библиотека русских книг. К счастью, у нас имеется большой русский магазин книжный, там Санкт-Петербург. По объему литературы он реальный. Книжный магазин, где все можно купить, все новинки. И сын у меня вырос в Америке, но он прекрасно читает на русском и знаком с русской литературой, с русским кино. Поэтому как бы я могу ответить одинаково, что да. То есть пополам? Ну да, в одинаково, даже не пополам, и так, и так. То есть 100% русский, 100% американец? 100% русский, 100% американец. Ну, больше может быть русский, потому что общение больше в среде русскоговорящих. Мы в Америке, вот мое мнение, оно совершенно противоположное. Вот, мы как бы как маргиналы, по большому счету. То есть мы как бы русские, которые взяли с собой вот эту культуру 80-х, начало 90-х. То есть она вот переехала туда, и она законсервировалась. То есть до последнего момента, там еще 10 лет назад, если там кто-то из любой страны приехал в Нью-Йорк, там вот у меня есть близкий друг из Италии, папа его знает хорошо, и вот он как-то приехал к нам, он остановился у нас дома, он говорит, такое ощущение, как будто я, говорит, в России. Говорит, у вас, говорит, все, вы, говорит, общаетесь только с русскими, говорит, едите русскую еду, у вас, говорит, все, вы, говорит, говорит, что вообще, говорит, зачем вы в Америку приехали? То есть ему не понять, но это не та Россия, которая уже здесь. То есть это люди, которые уехали там в 70-е, 80-е, 90-е, и вот ту культуру мы с собой взяли. Но вот
американцами, конечно, говорит, ну, мы не стали американцами. То есть сказать, что мы живем в Америке и участвуем в американском обществе, это неправда. То есть, ну, как бы мы участвуем в нем. Я сказал, насколько мы участвуем. Сбоку где-то. То есть, Даже меня спросить, тебе безразлично, ты что прав, там ты прав. в России происходит, когда там начались события какие-то, не будем там обобщать. Вот, я говорю, конечно, мне не безразлично. Ну как, ты тут, мама, папа здесь, сестра здесь, внуки все. Дело даже не Я говорю, мне не безразлично. И то же самое, тебе там пофиг, там, что там, Обама пришел, не Обама. Я говорю, нет, мне очень Конечно, не безразлично. влияет очень сильно. Поэтому То есть я сам, таким образом подчеркиваю свое отношение к каждой ты стране. 100% прав. Ты прав. Вот. В этом плане ты прав. Но именно в плане культуры мы как бы законсервировали. У нас не политический канал, мы сейчас отвлекемся далеко. Нет, Нет, я именно говорю про культуру. То есть, вот, Мы сейчас, культура. Что говорится о культуре, невозможно. Вот у меня близкая моя подруга, вот она иммиграционный адвокат в Америке. И у меня когда-то с ней была дискуссия такая, она закончила здесь известную академию юриспруденции, приехала туда, в Москве. университет закончила и стала иммиграционным адвокатом. И я говорю, Алин, почему ты все равно остаешься вот в русской вот этой среде? Она говорит, мы заложники, говорит, этой ситуации. То есть, говорит, нам вырваться, нам невозможно. То есть это как как оторвать свой кусок там ДНК, то есть куда ты денешься? Но я и не пытаюсь. Я Конечно, как бы, зачем мне? Ты не можешь от этого уйти. То есть ты не сможешь настолько... Вот мой сын, он уже американец. Это Всё. да. Он говорит по-русски, он читает да. по-русски. Вот я говорю, Дэвид, давай посмотрим Да. хорошее русское кино. Он говорит, нет, не хочу. Он уже Вот его американец. хотя он по-русски Вот. пишет, читает, Да. но он американец. Он играет в бейсбол, он играет там как бы в другие игры. Да. У него круг друзей Нам, американцев. как бы иммигрантам, мы все равно остаемся, мы все равно остаемся вот этими русскими, которые вот забрали это в 80-х годах. Вот даже вот эта культура, вот раньше была культура вот в Нью-Йорке, там культура ресторанов, ее уже нет, все. То есть типа в пятницу идешь в ресторан, там музыка, выпиваешь, вот это все. Это же чисто культура 80-х годов. Да. Все, Даже ее не существует. Ко мне приезжали То есть друзья. её забрали, вот, ну, Уже приезжали в 2000-е с детьми взрослыми. Не буду говорить, известные люди, вы 100% знаете, кто это. Вот. И говорит, слышь, говорит, а нельзя, говорит, сына взять в какой-то русский ресторан, где там, а эта песня для тети Сони из Одессы, как в Мимино, там, это для нашего гостя из Еревана. Вот мы в это попали, когда это еще двигалось. Сейчас это ушло. ушло, да. Поменялось. Нет, А вы да. когда уехали? В 92 году. Вы уже тогда, сколько вам было лет? 10 лет. 10 лет. Да. Вот интересно, в 92 году вы иконами здесь начали интересоваться? Я занимался, в общем-то, профессионально фотографией. И я фотографировал по просьбе многих Те коллекционеров. люди, которые вывозили иконы, вы их фотографировали? И в том числе. Я тогда понял, кто вы. Я тогда о вас знаю чуть больше, чем я предполагал. Вот. Я фотографировал, я как бы держал язык за зубами. То есть вот когда евреи эмигрировали, и им можно было вывозить 5 икон, для того, чтобы эти 5 икон, секунду, это вы, да? Для того, чтобы эти 5 икон пропустили, нужно их было сфотографировать, и вы их фотографировали. Это вы? И иконы, и картины, и все. Но это вы были? Я фотографировал. Слушайте, вот теперь я Это было в Питере. понял, но все Ну, равно. кроме уезжающих, Да. все там и коллекционеры, и контрабандисты. Ой. Но я как бы, я понятия не имел, что такое маркетинг, вот сколько они стоят, сколько они должны стоить. И оказавшись уже в Нью-Йорке, мне один авторитетный коллекционер, вот, кстати, занимавшийся военной тематикой, но в основном ордена, питерский коллекционер такой Валерий Рыжов, он был старше меня лет на 20, он такой мой старший друг был. Я свой дом ему оставил, когда уезжал. Ну вот, и он дал, интернета же не было, он написал письмо, разыщешь там такого-то из Питера, он тебе поможет. Я разыскал этого человека, а он говорит, ну чем я могу тебе помочь? Я, говорит, вот в выходные, говорит, работаю на антикварном блошином рынке.
Там у нас питерско-московская тусовка, мы продаем ордена, медали, иконы, портсигары, кокарды, матрешки. Ну, как английский у тебя? Я говорю, ну, не очень. Он говорит, ну, вот отлично, подучишь английский, все там, тусовка, становись рядом со мной и будем вместе работать. Я 2 года отстоял на этом месте, без выходных, все выходные, это было только суббота, воскресенье. И в это время я получил уже документы, я мог легко передвигаться, и при этом прямо через дорогу, без преувеличений, открылся 10-этажный магазин, здание, в котором было открыто 100 антикварных магазинов. Это был такой Челси антик-центр. И я взял себе маленькую галерею, может быть 3 на 3 метра, вот такую, все. И вот там я начал уже тогда, вот, и так сложилось буквально. Мне посоветовал мой сосед, который был старый такой антикварщик из Киева. И он говорит, я ему объяснил, что я столько фотографировал, мне через руки столько прошло, но я не понимаю, за что мне взяться. Он говорит, ты правильно задал вопрос мне, очень важна специализация. Ты не можешь разбираться там в оружии, в живописи и в китайском фарфоре. Ты определись, что тебе как бы нравится. И я как-то выбрал 2 направления. Я выбрал фарфор, вот, Русский? императорский, ну, Гарднер, ну, частные заводы. И я больше тяготел к 20-м годам, к советскому агитационному. Это отдельная история, у меня тоже была коллекция, она в книге, но не в моей, не как моя коллекция. Вот. И вторая, я вот иконы, мне очень нравились. И как бы я продолжал, и мне повезло, что в это же самое время эмигрировал Михаил Леонидович Звягин, который был очень серьезный знаток просто. Вот Николай Задорожный считает его просто высочайшего уровня знатоком. Этот музей приобрел в коллекцию там, за 1,5 миллиона Георгия икону. То есть, и один тоже питерский человек нас познакомил. И мы настолько подружились, и у нас настолько мы были близки по коллекционированию, по бизнесу, по искусству. Я ему задал, не было вопроса по иконе, который он бы мне мог не ответить. И вот я как бы вот, он меня консультировал, и я потом прилетел в Россию, и меня познакомили с мамой Сергея Ходорковского. Вот. Мама как бы бизнес-леди, она не очень хотела делиться знакомством, но тем не менее я с ним познакомился с другой стороны, другой друг нас познакомил, и у меня была серьезная поддержка в плане консультаций. Любой вопрос, я ему звонил, там, он меня консультировал очень сильно, он мне помогал. Ну и потом разрешили же возить предметы. Одно время было нельзя ни привезти, ни увезти. Меня бесило, что почему привезти нельзя. Ну и я очень много вещей возил на реставрацию сюда тоже. И у меня временный ввоз, да. И он мне помогал в этом. Ну и у меня был очень сильный реставратор. Вот, там упоминали о нем, кто-то, не помню, в своей речи говорил, Виктор Хромин, питерский реставратор, художник. Сегодня он очень востребован. Он питерский финн. И в Финляндии очень сильно покупает его работы на аукционах. Да. Ну вот так вот я начал заниматься иконами. И занимавшись более серьезно иконами, я уже так как бы выбрал как специализацию. Вот. Ну и тогда не было интернета. В этом интернет-рынок это большой плюс, но и где-то большой минус. Раньше можно было приехать в какую-то дыру, там 100 километров от Нью-Йорка, на какой-то
аукцион, который в ангаре каком-то проходил, и смотришь, лежат 3 русских иконы. Ты голову так повернул, русских в зале нет. Все, значит, они твои. А сегодня приходишь в дыру, лежит русская икона. Вот. В зале вообще никого. Стоит $1000, уходит за 118. Это не вымышленный пример. Это вот мы так участвовали с товарищем в аукционе. Он звонит и говорит, в Цинциннати, там где-то непонятно в какой дыре, икона на eBay. Клиент поставил задачу купить. Я говорю, а за сколько? Он говорит, купить. Начали с 1000, купили за 118. Интересно, что за икона? В модерне красивая, но я там человек завелся. Аукцион, я на себе знаю. У меня есть примеры, когда я покупал за 40, через год приносил и продавал за 12. Аукцион, нужно 2 человека, и люди заводятся. Вот. Если не хочешь заводиться, оставляешь absentee bid и забудь. А так, вот это вот игра, и можно завестись, и вот. Поэтому вот так. А когда вы свою тему выбрали, у вас же иконы, я не буду говорить какие, потому что об этом хочу поговорить попозже, но просто у вас есть своя тема, по крайней мере, сейчас, обозначать сейчас ее не будем. Объясню, как родилось вот это направление. Как бы название, вот эта русская икона, я тоже забегаю немножко наперед, в какой-то момент Илья понял, что у папы руки не дойдут до реализации его мечты. И он говорит, папа, давай так, я возьмусь, но я буду делать все сам. Я обращусь к твоему другу, я обращусь к твоим друзьям, ты им скажи, они его с детства знают. И я хочу сделать сам. У него уже был опыт в создании веб-сайтов в других направлениях. У него был опыт, скажем. Я говорю, окей, давай занимайся. А с чего родилась идея именно композиционных икон? Чем дальше я углублялся в икону, и к тому же у меня была маленькая галерея, я продавал иконы тоже, у меня появилась большая библиотека по иконам, я практически покупал все книги, которые появлялись. На русском, на английском я их покупал. И вдруг я обратил внимание, что практически все книги покупается право на съемку в каком-то музее, и потом издается книга. И я хотел сделать просто... Изначально тематика была не важна, важно было сделать книгу из предметов, которые есть в наличии. И попробовать заняться выставочной деятельностью и сохранить коллекцию, но зарабатывая на продаже там икон, каталогов, календарей, входных билетов, DVD и прочее. И даже была попытка, есть такой музей Библии в Нью-Йорке. Они мне предложили, нужно было 3 года ждать выставки, потом они что-то отменили. Я пытался попасть в какое-то направление, которое будет реально реализованным. Сначала мне попалась одна книга «600 Богоматерей». Она была издана, но в типографии был пожар. И она не пошла в продажу. Но во время тушения пожаров работяги, скажем так, не стащили, не украли, скажем, спасли. И они всех приволокли на вернисаж. Я эту книгу купил. Я начал с Богоматерей. С икон Богоматери, да. Я собрал хорошие такие, где-то Богоматерей 20. В этой книге было 600. Да. Я понял, нет, с Богоматерями книгу мне не сделать, мне финансов не хватит никак. Я от этой идеи отошел, потом думал сделать календарь, потом думаю, нет, я не в этой теме, я хочу именно
сделать книгу. И тут мне попадаются праздники, где было 3-4 сюжета. Думаю, вот материал. Берешь, представь, вот я дилетант, образованный человек, и мне интересна вот русская икона. Я хочу, вот, я просто в книжном магазине нарвался на книгу, я представил себе. И вот человек открывает книгу и видит, апостол такой-то, и каждая миниатюра выделена на отдельную страницу, на параллельной странице ее описания. То есть фактически одну икону можно растянуть на там, страниц на 50. А если так как каждый Прекрасный коммерческий подход, да. А так как каждый праздник, он может быть, даже если он примитивный, то это там пример наив арт, примитивной школы, этот будет Палех, этот будет Мстера, вот. И их может быть тоже не так. Эти будут в серебре, эти будут без серебра, без окладов, с окладами. И в то же самое время, я думаю, если этого не хватит, то есть название книги было первоначально мое название, как бы «Жизнь в праздниках», «Жизнь Иисуса вот в праздниках» и другие композиционные иконы. И я добавил уже святого там Сергия, Николая, Екатерину, Козьма и Дамиан, но все они тоже житийные. Тоже каждый сюжет отдельно описан. И вот я уже когда собрал там порядка 60 предметов, там мини, то есть тоже как композиционная, вот и я уже понял, книга готова. И я остановился. Вот, я остановился. То есть у вас коллекция остановилась вот на 60 предметах? Да, но несколько предметов потом уже самостоятельно докупил Илья, которые попадались ему, потому что прежде чем сделать книгу, весь этот материал он сделал сам веб-сайт russianicon.com, и в таком же формате, с этим же описанием, это было на веб-сайте. Когда это началось? Эта идея когда Это где-то 2015 год. То есть вам где-то потребовалось 8 лет вот для издания? Ну да, началось с веб-сайта. Плюс идея веб-сайта, мы ничего не продавали. Изначально вообще, в принципе, хотели покупать иконы. То есть это была моя идея. Рекламируя нашу коллекцию, да. Я хотел покупать. Но вот, откровенно говоря, за 8 лет хороших таких вот, ну, не назову музейного уровня, но, скажем, до музейного уровня. Ну вот уровня как в мы купили книге. всего 3. То есть в основном люди присылают очень такие, ну, Новоделы какие-то стекловые, примитивные. то есть они абсолютно не понимают, то есть у них нет ассоциации, что икона это как бы что-то вот. Ну, вы имеете в виду американский рынок, да? Да, только американский. Да. Вот я как раз на эту тему хотел поговорить, но я думаю, что мы в следующей передаче вот поговорим, потому что мы уже сейчас достаточно по этому поводу поговорили. Я правильно понимаю, что коллекция, она возникла исключительно из особенностей того материала, который вы могли собрать с одной стороны, и особенности вот этого материала, как его использовать, вот, то есть вот это. Я вообще хотел собрать коллекцию. Любую. Коллекцию икон. Ну, любых икон. Ну, у меня, Нравились праздники. да, нет, я объясню, почему, как получилось. Значит, вот у Николая Задорожного есть друг такой, Гоша Карпис, который авторитетный коллекционер, дилер в Нью-Йорке. Вот. Он мне как-то говорит, тут у меня есть, звонит, говорит, у тебя есть что-то с монастырями, иконы? Я говорю, есть. А зачем? Он говорит, слушай, у меня есть один клиент, он собирает иконы только с монастырями. Ну да, русские святые на фоне основных и монастырей. Да, и в это время мне представляют там одного доктора, он говорит, у меня коллекция икон, там 400 штук. Я в Италии видел целый ангар с иконами. Мы видели здесь, в Черноголовке. Вы знаете, Черноголовка? Там тоже есть, считайте, ангар. Ну, и я посчитал, что лучше качество, чем количество. Ну да. Плюс, когда ты выстраиваешь, ну, надо какой-то все-таки бюджет определить в покупке. Потому что
я не мог себе позволить. Рублево? Даже когда попадались какие-то вещи, там, очень дорогие, древние, скажем, там, 16-е, я их не покупал. И вот таким образом. Ну, как правило, коллекционеры, вот они, когда попадают что-то в руки, они пытаются это как жемчужину сохранить. И при этом, естественно, что тематически подобрать несколько икон древних, это уже одну, еще может быть, она может прийти дешево, она может как-то образоваться сама. Да. Вот. А вот собрание тематическое, это уже практически Ну, то, что практически касается, невозможно. если у тебя есть в наборе там 20 икон 16 века, это уже коллекция. тогда это не важно, какой там сюжет, это коллекция древних икон. Это все редчайшие вещи. Когда ты в разнобой соберешь, это праздники, это знамения, это Богоматерь, это Минея, там, и это будет 19 век, я уже не могу увидеть линию коллекции. Ну да. Это просто можно... Многие имеют такие наборы, скажем так. Они просто... Им нравится икона, им понравилось, они могут это себе Вот позволить. совсем недавно вот нам прислали письмо из Вирджинии. Семья какая-то американцев, у них 150 икон. И мы отправили нашего сотрудника, ну, из нашей логистической компании. Вот, он поехал и на видео снимал, вот мы смотрели эти вещи, ну, там ни одной настоящей Он с вещи Ходорковским не было. был на связи, мы были в работе как раз там, Да. ну, в поездке. Там И просто было всё. он отобрал 3 предмета, Да. причем это чисто коммерчески, скажем, стоит предмет 3000, ну, предложили там 1200. Вот. И опять же откажутся, но ничего не произошло. Бывает же вещь, ты заводишься тоже, хотят 50, ты предлагаешь там 30, люди не хотят, ты уже начинаешь 35 предлагать. А тут тот случай, когда произошло, да, нет и не надо. Ну, у них 150 вещей было. То есть они ездили куда-то в Иерусалим, ездили. Очень же много поделок, да. В да, Иерусалиме, да, в Иерусалиме покупать Да, это там, просто да, это потрясающе, какая интересная идея. Да, это Покупать в да, Иерусалиме, это да. просто я могу рассказать, если Ну, именно русские иконы. Арабы держат Все этот ненастоящие, рынок. вот вы знаете, все, нет, просто там все. есть и настоящие, там очень Есть. интересно. Там очень интересно, я уж не помню, какие там цены, там, по-моему, иконы все двух ценовых категорий. Ну, допустим, там $300 и $2000. Ну, предположим, вот так вот, просто вот по своему. Значит, и когда ты что-то там спрашиваешь, они говорят, мы не продаем иконы. Мы хотим, чтобы вот эти иконы русские вернулись в Россию. И поэтому вот тут вот за 2000 вы ее можете вернуть. Причем я понимаю, что вот это все куплено на вернисаже, Да. в ящик Есть- забито, привезено сюда, расставлено на полке, и вот эту логистическую, вот эту логистическую компанию они предлагают покормить. Вот это то, что продается в Иерусалиме. То есть там вообще просто... Причем весь рынок держат арабы. Ну да. Всего размера, большие, маленькие. там. Да, и причем я понимаю, что на вернисаже это, наверное, на вес покупали или на объем. Ну, как-то вот так. Сложно очень, вот что происходит, вот люди к тебе обращаются как к авторитету, заходят на сайт. Не они хочется видят, обидеть, они- да. Не то, что даже обидеть. Да, я тоже. Нет, то есть когда ты им начинаешь говорить как бы правду, ну то есть как бы, ребята, у вас, ну, не настоящие вещи, они как бы, у них происходит шок, и они типа такие, как? Я говорю, ну вот так, это как бы, ну, Сделано просто, как бы, вчера. сделано недавно, вы купили там, то все, они говорят, нет, этого не может быть, мы заплатили столько-то, как бы. И у них, ну, не то что агрессия, но как бы у них определенное недоверие к тебе сразу. Я более Хорошо, корректно что я отвечаю. Они думают, да, что ты хочешь Я отвечаю, мне обмануть, не интересно, вот. спасибо. Вот так. Мне Да, лучше поэтому- говорить, ты сделал глупость, тебя Нет, ну, обманули. я к чему это говорю? Мне кажется, что вот твоя все-таки стратегия, что ты всегда имел дело с профессионалами, вот, как бы, то есть ты Но у имел меня дело- были отработанные Да, определенные то есть принципы. Ты имел дело с коллекционерами, ты имел дело с людьми, которые в этом понимали. Это имеет как бы большую силу здесь, потому что, ну, просто с частными людьми многими это сложно.
То У есть меня была поддержка. Это мой опыт такой. Была поддержка друзей, которые для меня в этом были авторитеты, как Ходорковский, вот Саша Шварц, был такой друг у меня тоже, есть, слава богу. Вот, и я, если мне не хватало каких-то знаний, я всегда мог обратиться и знал, что мне дадут четкую, правильную информацию по предмету. Я делал покупки очень уверенно. Я прошу прощения, дорогие зрители, вот тут несколько раз произнесена была фамилия Ходорковский. Но Ходорковский это не олигарх, который Не сидел олигарх, в тюрьме и пытается сделать русское правительство изгнания. Это другой совершенно Ходорковский, который к тому Ходорковскому не имеет никакого отношения. Ну да, кстати, он был у нас на канале. Мы делали с ним передачу с иконами 16 века. Да, Никола. Николай, да, уникальная икона, очень Да. музейная. Да. Хорошо. Ну, я предлагаю сейчас вот с этой передачи закруглиться и перейти к следующей. Я думаю, что нашим зрителям все-таки будет интересно, какова же коллекция. Мы все-таки должны ее как-то показать. Но раз уж мы так затянули знакомство, то давайте сделаем это в следующей передаче. А вот в этой сейчас поставим точку.